Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, коридор затмений. Солнечное и лунное затмение в период с 14 по 28 октября. И о чем он нам говорит? Изменения, возможно, которые у вас произошли или какие-то обстоятельства в вашей жизни. Может быть, это было связано с новостями, или если в отношениях мы говорим, как-то человек так себя проявился. Именно еще в апреле месяце, когда-то весной еще могла сложиться та ситуация, которая постепенно развивалась. Какие-то новые обстоятельства дополнялись или обрастала какой-то информацией. И вот теперь мы приходим к итогу. Но еще есть такой момент, когда тысячи неопределенностей. У нас что-то может быть, ну, не то, что не устраивает, а захочется поставить точку и идти в каком-то другом направлении. И это может касаться как работы, как вашего бизнеса, как партнерских отношений, как, в принципе, себя мы позиционируем в социуме. Захочется, по крайней мере, может быть такой посыл, когда нам хочется обособиться, построить что-то отдельно взятое и не продолжать какую-то историю. Конец сентября, октябрь, назовем так, кульминация итога в наших представлениях, вот как об отношениях в целом, так и где-то вопросы заработков, вопросы, откуда к нам приходят деньги и как быть дальше. Либо работать, продолжать что-то над улучшением отношений или развивать ту сферу бизнеса или ту сферу работы, в которой вы сейчас трудитесь, или признать, что какой-то кризис – это финальная точка, и сыграть этот самый последний аккорд. Здесь каждый решает сам. Ну, давайте мы узнаем, что думают карты. Я уже приготовила колоду. И первый вопрос. Мы нарисовала такую схему весы. Ну, наверное, как солнечное затмение, оно у нас как раз происходит в весах, а лунное затмение в Тельце. Вот давайте мы узнаем. Если мы говорим, что солнечное затмение – это где-то энергия будущего, вот давайте, что, как для вас вот этот вот период или солнечное затмение, какие энергии для вас будут проигрываться? И лунное затмение. Достанем еще одну карту, которая как будто в балансе находится. Это либо важное событие, либо что будет в центре внимания вашего. Мы достанем карту неожиданности этого периода. Что на оси отношений, как видят карты для вас? Что у нас по финансам, как будет какая-то ситуация развиваться, возможно? Что будет помогать? И достанем карту, либо карта совет, либо нам подскажут, а что дальше будет. Итак, смотрим солнечное затмение, каковы энергии. Кубки, но не про чувства, не про любовь. Эта карта, я ее называю эгоиста. И в колоде Таро иллюминатов она такая красноречивая, человек собой доволен. У меня все есть. Благодаря приложенным моим усилиям, действиям, перемещениям, какой-то бонус, которого я достиг сам. И я теперь собой, главное, доволен. Вот правда у вас по солнечному затмению, когда вы точно знаете, чего вы хотите в этой жизни. Но есть один момент по этой карте. Особенно как раз с учетом коридора затмений. Потому что, посмотрите, при всей помпезности, пышности, богатстве этой карты фон темный. Человек доволен, он остался один. Его никто, с одной стороны, не теребит. Никто ни к чему не принуждает, не уговаривает. Но это вот когда мне одному хорошо. Это позиция где-то одиночки. Это не одинокий человек, а это одиночка, который как и собой доволен, так и своими успехами. Когда он сам себя ставит на первое место, значит, какие-то процессы, может быть, как события, активизируются вокруг вас. Или ваши планы приходят в движение таким образом, что мне сейчас самое главное, я сам на повестке дня, или я сама, и то, что я хочу осуществить. Благополучие, достаток, какая-то материальная, может быть, стабильность, или то, что вы хотите сделать, допустим, дома. Или вот есть у меня какой-то материальный именно план на злобу дня, который касается моего благополучия, моего комфорта, какой-то надежности, моего состояния здоровья. То есть все то, что касается непосредственно меня. Вот это у вас будет главное. Давайте мы посмотрим, а что же по Луне для вас интересно.
А тут, знаете, какая-то неразбериха. Я называю пятерку жезлов всегда информационный хаос. Это как раз та карта, которая говорит, что нас пытаются дергать в разные стороны, нас пытаются к какому-то делу приобщить. Или сделать таким образом, чтобы мы как будто согласились с чужим мнением. Или начали участвовать в том деле, которое интересно кому-то. Или продвинет кого-то, но абсолютно вот не нас. Это может быть, знаете, как какие-то раздутые разговоры, пустые разговоры, где-то, может быть, с завистью, где-то вообще без причины. Нет какого-то смысла, нет какого-то толка и, правда, неопределенности и неразбериха. Поэтому, наверное, дважды для вас ваши планы стоит сохранять. Давайте мы посмотрим, а что же как важное событие или что в центре внимания. И вот таким побудительным мотивом могут быть три вещи или три момента. Первое, что к вам приезжает человек, например, да, и приносит какую-то весть. Или вы сами куда-то отправляетесь, так или иначе подразумевается поездка, перемещение, либо ваше, либо к вам кого-то. У кого-то, правда, мои дорогие, тут ведь может быть и так, сижу на работе, приехал проверяющий. И каким-то образом была тишь да гладь, тут все возьми и переменись на 180 градусов. Ну, я надеюсь, этого не будет, но чтобы вы понимали, то есть это могут быть и те события, которые как бы вокруг нас происходят. И каким-то образом, видимо, это будет либо кульминация, либо с этого момента что-то в нашей жизни тоже может начать меняться. Второй момент – это информация, которая врывается в нашу жизнь. И третий момент – это скорость. Чего-то мы не можем оставить на потом. Вот у вас каким-то образом все было так неплохо, есть мои планы, но врывается какая-то либо с приходом человека, либо с приходом информации, та самая неразбериха, и, пожалуй, я бы сказала, как минимум до конца месяца, ну, до 28 октября сложно разобраться вообще, что вокруг происходит. Или много разрозненной информации. По пятерке жезлов это так у нас. Утром мне сказали одно, в обед мне сказали другое, а по одной теме даже. А вечером там вообще что-то поменялось еще как будто раз. Невозможно какую-то логическую цепочку событий, последовательности, информации. Видимо, в этом будет напряжение, потому что, правда, какая-то неразбериха, какой-то может быть вокруг вас хаос. Наверное, основная задача – сохранить самого себя, все планы и то, что у вас то, что вам, точнее, уже удалось создать, может быть, удержать, то, что вы имеете, ваши какие-то позиции, это будет важно. Давайте мы посмотрим, каковы же неожиданности, может быть, из какой-то сферы жизни, а нам говорят умеренность. С одной стороны, если мы рассматриваем, мои дорогие представители знака зодиака Рак, карту умеренности и в позиции неожиданность. Карта нам говорит, что нет, неожиданностей нет. Все идет ровно, спокойно, как-то гладко. Нам может это даже не понравиться, и поэтому для кого-то так, может быть, и проиграется. Спокойный период жизни. Но есть и другой момент, и именно если мы уже так немножко углубляемся в мифологию, в серии моих разных видео я периодически рассказывала об этих, откуда взялась та или иная карта, потому что второй иллюминатор все прорисовано на основе символики. Так вот, здесь исторический факт, когда король франков, это династия мировингов Хлодвиг, воюет с готами, это 460-е годы, и вышло так, что он зажат между рекой Рейн и войском готов. И погибель была бы неминуема, но, видимо, умел Хлодвиг себя взять в руки и вот так хладнокровно, видимо, думал ногами, шагал вдоль берега и увидел случайно, что растет обычный болотный ирис вдоль берега и как будто уходит вглубь воды. Он знал, что эти цветы растут на мелководье. И вот в этой патовой ситуации, благодаря его хладнокровию, он увидел совершенно невообразимый, казалось бы, выход переправиться вброд. Другой бы сказал, какая-то сумасшедшая идея. Но он так и сделал. Это исторический факт, благодаря которому мы знаем на сегодняшний день геральдическую лилию или флёр-де-лис. Здесь лилия изображена в лиловом цвете, потому что лиловый цвет – это знак небесного благословления. Поэтому, мои дорогие, что я хочу сказать, для кого-то это будет тишь да гладь, и ничего у меня не меняется. А для кого-то из вас, как у того Хлодвига,
Какое-то альтернативное решение вы будете принимать. Или поступать вы будете совершенно не так, как действовали раньше, потому что обстановка так вас вынуждает. И как будто победа нам тогда обеспечена. И если мы говорим цветок и рис, и еще у нас радуга. Радуга тоже здесь имеет значение, это как в значении победа. Тут действительно мы благодаря вовремя предпринятым действиям или интуитивно, может быть, с подсказками, все-таки это не исключаем, особенно по этой карте, как у того Хлодвига, инсайты собственной души. Вы люди интуитивные, и как раз шестое чувство будет давать правильные подсказки. Но я так думаю, что это не для всех, но кому-то это важно услышать. Отношения. И вот она Луна. И знаете, если вы сейчас в паре, у вас все хорошо, по Луне ведь она как раз и проигрывается со знаком плюс в тех парах, когда в принципе все понятно. Когда устоявшиеся отношения, когда люди друг друга понимают, то есть, ну, нет каких-то острых углов, или они такие преодолимые, они не создают каких-то проблем друг другу в паре, живущим людям. Но если по этой карте мы берем какие-то отношения, допустим, в социуме или отношения с родственниками, ну, такими подальше, не именно наши партнеры, не те, которые, с кем мы живем, допустим, да, или это отношения с коллегами, или еще какая-либо ситуация с учетом принца жезлов, когда мы не должны себя подвергать риску. Мы должны быть внимательны, наверное, вот как по пятерке жезлов, к тому, что нам говорят, к чему нас уговаривают, или какую информацию нам пытаются донести по аркану Луна, ваша Луна, мои дорогие. Она как раз активизирует вашу интуицию. Мы с чем-то не должны ошибиться, мы с чем-то не должны поторопиться, потому что период тысячи неопределенностей. И есть еще такой момент, мы должны избегать толпы, вот в том значении, когда меня несет толпа, и я тогда не контролирую ситуацию, как будто вы ее должны контролировать. И это где-то убережет от каких-то ошибок. Не делать на автоматизме что-то, не быть небрежному. И тогда мы не создадим себе каких-то либо препятствий, либо дополнительных задач. Ну вот как-то так, два старших аркана у вас, мои дорогие. Тут правда, когда старшие арканы, это обстоятельства, от которых мы зависим. Что по финансам, как видят? В будущем какой-то успех, как будто мы отплываем от прежнего берега, или мы можем пересмотреть способы заработка, мы можем поменять работу, или мы, пусть не в этот период, поменяем ее, но всерьез задуматься и мои последующие шаги, словно просчитывать, создавать, может быть, бизнес-план, тезис-план. Может быть, это касается вашего хобби, развития именно хобби, монетизации, вашего ремесла, творчества какого-то. И здесь все со знаком плюс. Сама по себе карта подразумевает наши действия и последующий результат как успех. Так карта и называется. Заслуженного успеха. И пусть она темновата где-то, но у нее очень светлый смысл. Хотя у кого-то из вас, если мы смотрим на финансы, может быть, по поводу финансов придется совершить какую-то поездку. Приходит какая-то новость и вынуждает нас куда-то отправиться. А для кого-то из вас это может быть, раньше я ходил или ходила в офис на работу, а теперь у меня будет удаленная работа. Или я теперь буду работать с командировками, перемещениями. Подразумевается по этой карте как и большой объем информации, и это имеется в виду, может быть, наша работа, или мы переключаемся на что-то подобное, или с большим количеством людей. Также это может быть еще и ваш переезд, может быть, очень далеко, особенно если вы планировали. Хотя с учетом предыдущих арканов кто-то и не планировал, а впервые задумается, потому что вас какие-то обстоятельства жизни могут заставить задуматься, а не сменить ли мне место жительства. Может быть, это придет с новостями, может быть, от какого-то противодействия людей. И так может быть. И в целях самосохранения или вот как будто мне будет правильнее вот сейчас начать выстраивать какую-то стратегию по переезду. И такое решение у вас тоже может быть. Что будет помогать? Вот интересно. По тузу мечей, когда мы очень хладнокровно оцениваем обстановку, когда мы где-то в своей ментальности, туз мечей я называю выход из лабиринта, правда. Эта карта предполагает, что мы можем и отказаться от чего-то, но это определенно от того будет, что нам как будто из этого лабиринта как раз и мешало выйти, нас как будто запутывало или
усложняло жизнь. Мы можем пересмотреть отношения в социуме, вот это точно, с учетом пятерки жезлов. Для многих из вас, а еще тем более у нас, мы сказали, девятка кубков, карта одиночки, вы здесь немножко так вот, да, это я не хочу сказать, что вы именно одинокий человек. Нет, я надеюсь, вы меня правильно понимаете. Я именно о том, что центр моих интересов и моей силы, он находится внутри меня. И вы, исходя из ваших интересов, из ваших желаний, намерений, будете себя просто словно оценивать мое место в обществе, в социуме, среди коллег, в семье, может быть, среди родственников. И придете к выводу, что, тут мне что-то говорят одно, делают другое. И вот какую-то путаницу захочется устранить. Или вам, может быть, так обстоятельства сложатся, что вы поменяете отношение к кому-то из людей. Вот правда? Нам будет помогать, когда мы отстраненно и холодно в целом видим какую-то ситуацию, событие, пусть даже внешние какие-то обстоятельства. Может быть, и обстоятельства непреодолимой силы у кого-то может проиграться ведь тоже так. Но если нет никаких эмоций, значит нет никаких преград, мои дорогие. Тогда к успеху полный вперед. Более холодная энергия. И по девятке-то кубков, первая карта, которая выпадает, она ведь тоже где-то предусматривает холодную энергию. Тут все золото, посмотрите, оно как будто и все то, что теплое, да, теплые тона, оно касается какого-то богатства, изобилия, материального достатка. А все остальное, оно тоже темновато. Вот, видимо, есть какая-то материальная составляющая у вас на октябрь. Это первое. И второе, есть какая-то холодная конкретика. Вот и все. И никаких эмоций. Совет от карты или что дальше? Не торопитесь. Девятка жезлов нам так и говорит, если про совет. Мы должны держать все под контролем. Да? Нас ничто не должно застать врасплох. И мы участвуем в любом деле только в двух случаях. Первый – это когда мы не должны упустить какую-то свою возможность. Когда есть наш конкретный интерес, и мы как будто можем это просчитать. И второй момент, когда нам что-то угрожает, и правда, нам надо не бездействовать, а как-то принимать решения. И как будто все остальное не имеет значения. И у вас две девятки. Началось с девяткой заканчивается. В этот период может приходить как много событий, так и люди себя могут вести по-разному. Обстоятельства тоже у кого-то сложатся таким образом, что, правда, вихрь какой-то, штормит как будто, вот такое может быть. А у кого-то наоборот. Будет настолько все тихо и спокойно, что вы тоже где-то можете растеряться. Почему нет каких-то перемен? Вот, наверное, мы все разные. И жизнь, и задачи, которые мы ставим, тоже у каждого свои. И по девятке жезлов нам карта дает еще такой совет: ты не торопись. Вот просто остановись. Нужно осмотреться. И в этой колоде карт у нас просто такой ресурсный воин, да, сильный, смелый показан. А в колоде классического таро там воин с перевязанной головой. И нам говорят, что шишек он уже где-то набил. И нам карты не рекомендуют себя подвергать риску. Поэтому правильная оценка ситуации, вот это самое хладнокровие, поможет как по тузу мечей принять правильное решение, так и найти, может быть, этот путь из лабиринта, из какой-то запутанной ситуации, с учетом тем более аркана умеренности, а может быть просто сохранить заданные позиции. Как будто, вот чтобы подвести итог, нет того, что вами инициируется к переменам. Тут действительно обстоятельства просто могут вас ставить в какие-то либо рамки, либо условия, чтобы вы как-то на что-то отреагировали. И первое, надо думать, стоит на это вообще откликаться или реагировать, это раз, чтобы собой не рисковать. И если уже видите, что какая-то деятельность ваша неизбежна, вот так вот хладнокровно принимать решение. И тогда какой-то успех нам точно обеспечен. Дважды успех по аркану умеренности ведь тоже. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.